Так, значит, наша функция def checked checkboxes, ну, точнее, get checked checkboxes. И в данном случае нам необходимо несколько вещей. Смотрите, что я предлагаю сделать. Во-первых, по классике мы делаем checked list, затем, ну, как обычно, self element, но здесь нам нужно только, как бы здесь нам нет необходимости видеть элемент и там что-то кликать, какие-то манипуляции производить. Нам нужно просто, чтобы он был у нас в качестве, ну, в дом-дереве. Так, present, self locator, checked items. Далее, что я хочу? Я хочу отобрать необходимые тайтлы, вот, и нужно мне их добавить в список, точнее, ну, в лист. И поэтому для этого я создаю такой буфер, то есть пустой список, куда буду записывать нужные мне данные. Вот. Я прохожусь по, допустим, что там у нас, box, пусть будет, in checked list. Я прохожусь по этому массиву, и каждый раз, когда я буду натыкаться на конкретный элемент, который чекнутый, мне нужно брать оттуда текст. Получится ли у меня просто взять отсюда текст? Давайте проверим. Я сделаю print box текст. Ну, я могу сразу ванговать, и даже, наверное, не будем запускать. Логично. У нас здесь, смотрите, какой у нас элемент. У нас вот он, SVG. Какой там текст? Вот мы пишем SVG. Нету текста, ничего здесь текст не содержит, абсолютно. Потому что относится это к RST checkbox, то есть checkbox, текст тут 0. Нам необходимо, чтобы конкретно вот этот вот текст нам попался, конкретно вот этот вот. Для этого нам, это мы отметаем, для этого нам нужен сам текст получить. Что нам нужно, чтобы это получить? То есть нам нужен title этого айтема, title этого элемента нам нужен, необходимо. И здесь можно прийти к следующему, то есть можно от этого бокса найти элемент, в данном случае по XPath. Вот, смотрим, что у нас в первую очередь здесь отмечен как RCT title. Когда мы кликаем на чекбокс, мы находимся здесь, и это все находится в спане текст. Соответственно, тут это уже конкретный наш крупный элемент, и нам отсюда нужен RCT title. Давайте здесь посмотрим. Соответственно, так вот вряд ли это будет работать, понятное дело. Но тут мы напишем span класс. Так, RCT текст. Далее нам нужно точечка. Так, у нас здесь XPath, нам здесь нужно класс подписывать как, соответственно, каждая опять здесь у нас отмечена. И будем это делать следующим образом. То есть для того, чтобы не прописывать путь, то есть, ну, логично, что нам нужно взять, расписать весь путь к классу, который с нас, ну, классом check, и потом отправиться к родительскому элементу, либо то же самое делать там с дочерним или сиблинговым элементом.
И поэтому мы обращаемся к боксу, то есть сразу же прыгаем от этого элемента. И здесь я использую немножко иной способ. Я буду искать find element by xpath и указывать локатор, который у нас будет, ну, условно, пусть будет title item, и он будет выглядеть у нас так. Ну, давайте скопируем. Не будем много мудрить. Сразу просто это дело скопируем. Вот. Таким образом у нас будет выглядеть обращение к нашему элементу. А здесь мы просто эту строчку, этот локатор добавим сюда. И в этом случае мы будем получать наши чекнутые тайтлы. Давайте проверим, так это или не так. Title item. Забывай все время про этот текст. Черт возьми, текст. Ну, еще раз запустим. Нам нужно, чтобы у нас были вот такие вот, что осталось из, ну, сказать, в конце концов, из всего того, что прокликалось, какие элементы остались, на которых остались галочки и которые оказались в списке. Еще раз все это просматривается. Так, десктоп. Вот. Все верно. Ну да, это, видимо, было такое некое совпадение. То есть здесь десктоп, notice, comments, view, public, private, classified. Все верно. То есть как у нас отметилось, так у нас сюда и переместилось. То есть здесь нареканий никаких нет. Но теперь нам нужно добавить все это в data. То есть для того, чтобы добавить в массив эти данные, нужно использовать data append. И сюда как раз таки уже сюда title item у нас текст добавить. И принтанем дату нашу. Еще раз так-то стоп. Сделаем стоп. Сразу таймслип уберем, чтобы все быстренько у нас происходило. И поехали. Вот, Office, Public, Private, Classified и General. Отлично. С этим мы поработали. Ну и условно мы делаем Return Data. Делаем Data. Return Data. Далее нам нужно взять output. Соответственно, какой у нас будет локатор для всего этого. Как мы видим, у нас есть элементы, и они отмечены одинаковым классом. Текст, success, то есть у нас будет span, класс, текст, success. Текст success. У нас два элемента, и здесь два. Соответственно, это такой вот уникальный элемент для нашего со списка. Ну и это будет, да, действительно, это будет список. То есть мы пишем output result. И отмечаем как by CSS selector. Так, все время забывает момент. Вот, и у нас здесь будет список наших всех успешных. И нам нужно сделать, гетнуть все это дело как следует. И поэтому мы пишем def get output output result. И ниже, в принципе, нечто подобное мы делаем. Вот.
для, так сказать, чистоты эксперимента. Здесь у нас будет result list. Здесь будет у нас, понятное дело, опять-таки result list. Item. Ну, в данном случае уже нам вот не вот это вот понадобится. Ну, во-первых, здесь надо будет исправить как output result. Здесь нам вот это вот уже не нужно. Просто мы делаем autumn текст. Вот, этого как бы достаточно. И давайте попробуем. То есть get checkbox page, get output result. Отметим, допустим, input checkbox. И здесь опишем output result. И фактически наша проверка должна состояться в том, чтобы у нас input checkbox был равен output result. И сразу же сделаем здесь print, чтобы посмотреть, что у нас в итоге-то получается. Что у нас в итоге получается? Проверим, здесь лишних принтов у нас нету. Так, ничего нету. Ну, давайте запустим, посмотрим. Ну, казалось бы, все верно. У нас должно быть все хорошо и одинаково. Должно все получиться. Так, все там делается. Ошибка случилась. И давайте обратим внимание, что же случилось. Expected и actual. Ожидание и реальность. У нас случилось так, что почему-то по-разному выглядят наши тайтлы. Дело в том, что когда мы выбираем, например, Excel файл, он формируется вот в такое сокращенное название. Или Word, вот в такое сокращенное название. Другой момент, что когда мы выбираем, посмотрите, classify с большой буквы, он оказывается с маленькой. И все вот эти пункты у нас, все эти триггеры, они тут образовались, и нам нужно отформатировать все это дело. Так, ну и давайте посмотрим, что же нам нужно сделать, чтобы наши файлы, ну, наши значения пришли к общему знаменателю. В особенности проблемы, во-первых, в том, что у нас есть заглавные буквы. Второй момент, что у нас есть разделение, а тут их нету. И у нас есть .doc, расширение файла. И нам надо от этого избавиться. Будем использовать функцию replace. Я еще рекомендую сделать такой момент. То есть мы берем в основном файле, который не будем добавлять в git. Просто сам файл, не знаю, какой-нибудь. Ну, можно что угодно написать, какой-то абракадабру. Нет, добавлять это не будем. Пусть он тут лежит. Он, допустим, нам поможет. Смотрите, у нас есть два массива. Давайте сюда это все дело добавим. Дата 1. Вот у нас есть два массива для того, чтобы... То есть проблема возникает вот в чем. То есть здесь окей. То есть первый вариант нас устраивает. Это output result. Он нас устраивает. Соответственно, здесь, ну, по крайней мере, здесь сейчас нас все устраивает. Вопрос возникает с функцией, с методом getCheckbox. Здесь недостаточно, ну, корректный для нас формат заголовков. И для того, что, то есть мы можем там писать какие-нибудь там split, replace и так далее, и каждый раз запускать, проверять, удалилось то, удалилось это, очень неудобно. Ну, в итоге у нас есть нам файл
И у нас есть задача, нам нужно, чтобы вид get-check-checkbox вот этих вот данных, этот лист, он был, по крайней мере, по формату идентичный с аутпутом. В действительности, если ошибка какая-то в программе, ну, именно в веб-приложении, и тест не будет проходить именно из-за того, что данные там какие-то некорректно отображаются, ну, не те, это один момент. Но нам нужно привести к общему виду, чтобы, допустим, вот мы правильно выбрали Excel, но selected, он чекается как Excel файл. То есть фактически мы сделали все правильно, но в итоге мы получаем assertion, что они не равны. Вот. Поэтому для того, чтобы не запускать по 150 раз тест и проверять, правильно ли мы написали или неправильно, я люблю так делать. Я создаю файл отдельный, такой debug. Ну, действительно, пусть это будет некий debug, чтобы было понятно. Debug. Пусть будет debug. Вот, у нас есть файл. И нам нужно понять, мне нужно сделать так, чтобы эти строки были одинаковые. Я вижу, что они одинаковые по своей сути, но нужно их привести к общему виду. Для этого я буду использовать replace. Ну и в принципе этого будет достаточно. Replace и lower. Итак, вот так мы делаем. Значит, print. Проверяем. Print data 1. То, что у нас содержит, то, что нам нужно. Делаем replace. Так, нет, replace. Но это массив, верно? Поэтому нам нужно обернуть его в строку. Replace. Replace, он работает только со строками. Replace, первое, что нам нужно сделать, это избавиться от пробелов. То есть мы указываем, что первый аргумент мы хотим старую строчку, старое значение пробел, это старое значение, заменить на отсутствие пробела, то есть на новое значение. И запускаем данный файл и смотрим, что у нас получается. Мы запускаем, видим, что Word файл без пробелов, без Excel файл без пробелов, то есть эти пробелы усекаются, уходят. Ну, конечно же, самое главное, это нам надо сделать здесь, чтобы дата 1 равнялась дата 2. Если я сделаю вот так вот следующим образом, ну, все довольно так топорно, но просто, чтобы максимально было понятно. То есть, если я говорю, что дата 1, она будет равна вот этой дате, то есть мы берем, проверяем. Неправильно, assertion, то есть они не равны все еще. То есть нам нужно что? Удалить док, удалить точку. Делаем, дальше мы добавляем новый replace. Удаляем док и точку. Все заменяем на просто пустые такие вещи. Здесь, ну, опять скопируем, проверим, как это выглядит. Запустили. Опять неправильно. Вопрос, что же неправильно? Мы точку убрали, все удалили, вот у нас результат. Но у нас большие буквы. Поэтому нужно ко всему к этому сделать lower. Метод lower, который нам все буквы, которые большие, будет делать их маленькими. Ну, заглавные будет делать их. Вот. Соответственно, дальше мы получаем desktop notice, Word файл, Excel файл и так далее. И мы тут замечаем один момент. Что же такое? Да вроде все сделали правильно, но не совсем. Поскольку мы не учли один момент. Если мы сейчас сделаем data 2, то мы увидим, что наш data 2 имеет слово файл с большой буквы. Поэтому и к дате 2 нам тоже нужно присвоить lower. То есть дата 2 равно lower. И опять-таки нам нужно привести ее к типу, к строке. Вот. Я понял. Здесь проблема в том, что у нас здесь есть отступы. Здесь есть отступы, а здесь нету.
для массива это все равно, плевать. Но когда мы говорим про строчку, то есть в строчке каждый знак, а пробел это тоже знак, он учитывается. И, соответственно, тут несоответствие знаков. Поэтому сделать надо следующее дополнение. Помимо того, что мы str_data2 делаем lower, но прежде всего мы еще избавляемся от пробелов. И в таком случае у нас все проходит без проблем. То есть таким способом, вместо того, чтобы много-много раз, там, ну, допустим, там, я веду, вот неопытный, не знаю, или там, ну, кто-то вот что-то, чтобы вместо того, чтобы запускать много-много раз, у вас есть прекрасный файл debug, и вот с ним работаем. Все, теперь мы знаем, что нам нужно. Теперь можно, ну, условно, чтобы там не путаться, смотрим сюда, что нам здесь нужно. Вот следующую строчку ставим сюда, а вот эту вот строчку ставим сюда. Ну, только вот удаляем data, цифру 2, а здесь циферку 1. Вот. Дебаг нам уже не нужен. Тест. И сейчас посмотрим на результат запуск теста. Окей, смотрим. Все у нас прошло замечательно. Вот. Любые возможности, любые предложения по... Ну, не то, что предложения, а ваши пожелания по тому, чтобы рефакторить код, изменить его, как-то сделать более там читабельным, интересным, в общем, как вам хочется, вы можете делать абсолютно. То есть я вам показываю просто свой опыт, то, с чем я столкнулся и как решал там какую-то конкретную проблему. Вот. И, конечно же, нам нужно написать как бы ответ. То есть ответ будет как, ну, точнее не ответ, а сообщение об ошибке, если вдруг будет что-то неверное. Вот, напишем, что check boxes have not been selected. Selected. Have not been selected. То есть чекбоксы не были выбраны. Можно также сделать не, допустим, ну, вообще в нашем случае, конечно, это будет, ну, приравнено. Также можно было бы сделать, например, чтобы содержание было бы, то есть там вместо равно мы бы написали in. Но не суть. В данном случае здесь будет, я думаю, уместно. Вот. Ну и, конечно же, так как мы закончили писать тест для нашего тест-чекбокса, необходимо это все дело закоммитить. Вот, поэтому мы создаем, то есть base page. Что у нас там появилось base page? Давайте посмотрим. Arguments. Да, мы исправили arguments. То есть мы пишем fixed go to mент прошу прощения за какой-то там, если кто больше разбирается в английском и понимает, как правильно писать, прошу прощения, что вам приходится это видеть, но я в процессе обучения, изучения английского, поэтому я стараюсь использовать на практике, но понимаю, что не всегда это может быть корректно. Но ввиду того, чтобы мы время особо не затягивали с проверкой, там, правильностью, я делаю поскольку у меня получается. Далее мы делаем, значит, update elements tests. Далее мы, значит, говорим о том, что мы добавили тест checkboxes, тест checkboxes. Вот. Ну, я думаю, достаточно.
То есть здесь проверили, у нас чекбокс добавился, локатор добавился, новые, значит, разные методы добавились. И что у нас? Ну и исправились без. Давайте сделаем commit and push и исправляем ветку. Исправляем ветку, пишем, точнее не исправим ветку, а пишем это в элемент branch. Все, я думаю, можно все это дело запушить. Все, это у нас есть. Это у нас готово. Далее. Так. Ну, сейчас я вам предлагаю немножко передохнуть, собраться с мыслями, выпить чай, кофе и снова обязательно возвращаться.